В мире музыки существует бесконечное количество жанров, и каждый из них звучит по-своему особенно. И ровно такое же бесконечное количество треков не являются принципиально новыми. Хотя бы по той причине, что они используют сэмплы старых музяк, о которых мы с вами, скорее всего, даже никогда не слышали. В двух словах, сэмпл — это образец. Кусочек одной композиции, который используется в другом, более новом треке, как основа или просто... просто... И таких примеров буквально бесконечное число. Но есть сэмплы, которые, я уверен, абсолютно каждый из вас слышал хотя бы раз в своей жизни, даже не подозревая об этом. Так называемая барабанная сбивка, которая почти на протяжении 60 лет проскакивает в любых жанрах, иногда даже не с самым очевидным звучанием. То самое влажное соло, которое лежит в основе моих любимых жанров, которые с каждым днем все больше и больше возвращаются к былой популярности. Речь идет об отрывке из этого трека. Давайте послушаем, как он звучит. Абсолютно не важно, как он звучит, нас интересует конкретно вот этот отрывок. Amin Break, let's go! И вот уже больше года я хочу сделать видео на тему Amin и прочих брейков. И сейчас, когда я выбешен популярностью всяких там атмосферик, драм-н-бейс, брейкоров и прочего, пришло время сделать душнейшее видеоэссе на эту тему. И прежде чем мы двинемся дальше, я хочу уточнить, что я никогда не занимался музыкой, я в ней ничего не понимаю, ничего не разбираюсь, а всего лишь чисто в собственных интересах искал оригинальные сэмплы композиций, изучал влияние и корни жанров, которые мне нравятся. Так что это небольшое исследование, которым я просто хочу поделиться с людьми из интернет-пространства. С вами, то есть. Лех, с тобой тоже. Сашка? Андрюх? Так что название знатока мира музыки я не претендую, а поэтому буду исключительно рад комментариям людей, которые действительно в этом что-то понимают. Поэтому исправляйте меня в комментариях, умничайте, но главное без агрессии. Сука, за агрессию я вас угомоню. Начнем. В интернетах я видел, как многие обалдуи называют драм-партии драм-н-бейсом. Респект. Но это не совсем так. Вот этот Amin Break как раз таки является основой для жанров брейкбит, драм-н-бейс, джангл, брейкор и тому подобного. Но об этом попозже. Вот эти 5 с бонусом секунд — это как раз таки и есть брейк. Когда играет один инструмент, а все остальные внимательно его выслушивают, не перебивая. Давай, заканчивай. Я бы мог рассказать о всем лоре Amin Break, но это сделали десятки миллиардов, миллионов, тысяч раз до меня. А поэтому найти информацию по этому поводу не составит никакого труда. Сейчас я протру объектив. В этом видео я хочу рассказать не об истории возникновения и становления, а о влиянии брейков на современный мир электронной, по большей части, андерграунд музыки, саундтреков из игр, о том, как популярность определенных жанров пришла, прошла и затем явилась снова в еще большей мере с новыми жанрами. Вот так. Но тут хочешь, не хочешь, а историю все равно нужно затронуть хотя бы в 2 словах. 1969 год. Грегори Колман очень круто отбарабанил для записей Amen Brother в группе The Winstons. Молодец. Респект. Забудем. Года так до 1988 или 89, когда NWA дропают пушечную базуку, дядька, это вообще автоматик, реально straight out of camp, где мы на протяжении всей композиции отчетливо слышим Amin Break. Это не говорит о том, что NWA были первыми, кто использовал данную сбивку в своем треке, просто после них пошла конкретная волна популярности сэмплирования брейков в рэп-мьюзик и не только. Естественно, Amin далеко не единственный популярный брейк, который существует в природе. Наравне по популярности с ним стоит некий Think Break из композиции 1972 года Байлин Коллинз с одноименным названием Think. За 3 минуты и 20 секунд музяка имеет целых 4 брейка. И вот хотя бы один из них вы точно где-нибудь когда-нибудь дослышали, если вам больше, не знаю, 12 лет. Это я просто решил упомянуть как не менее важный факт, явление вот такое. Вообще есть бесконечное количество композиций, в большинстве своем 70-х годов жанра фанк и соул, с невероятно крутейшими брейками, которых сэмплить, не пересэмплить.
За год же до Straight Outta Compton в Англичании в 1987 году неуверенно случается первый релиз сингла в жанре брейкбит. What the hell? Это что такое? А это тот самый жанр, который станет основой для драм-н-бейса, джангла, брейккора и бесконечного количества поджанров электронной музыки. В 1987 году имхо объективно брейкбит звучит очень так себе. В большинстве случаев релизы оправдывают название брейкбит, ломный ритм, либо все еще звучат как что-то очень groove и very funky такое, но не как электронная музыка в современном представлении. В моем представлении. Примерно в 91 году случается еще одно музыкальное ответвление, которое просто хочу затронуть. Progressive Breaks, так называемый. Из самых ярких примеров Opus 3 It's a Fine Day, сэмпл которого вы точно слышали, если какое-то время слушаете какой-нибудь брейккор. И Future Sound of London, Papua New Guinea. Абсолютно величайшее звучание, которое заседает в голове после первого прослушивания. Мало-помалу брейкбит что-то там пытается, пока попутно в UK развивается рейв-культура. И тут... Опа-на! 92 год. Дебютный альбом Experience от The Prodigy, который еще не похож на будущие альбомы коллектива, но звучит уже точно не как брейкбит до 90-х. Смею предположить, что этот альбом сыграл большую роль в развитии жанра, но утверждать не берусь. Но предполагаю, с этого момента брейкбит берет на себя роль Советского Союза и разваливается на бесконечное количество кусочков, но с ключевыми для нас обломками под названием Drum and Bass и Jungle. И в перспективе на еще большую бесконечность микрожанров, таких как Intelligent DnB, Atmospheric, Liquid, Solid, Venom, Snake и так далее. Ну, наконец-то! И вот тут уже пошла эпоха. Начнем с того, что мне абсолютно не нравится название Drum and Bass. Чисто из-за ассоциации, которую оно у меня вызывает. А именно в сратой мувике по КС-1.6 первого десятилетия. С одной стороны, вот миленько вроде, да, забавно, прикольненько, такое детство, все дела. А с другой стороны, как только представляешь, что человек говорит о том, как он слушает Drum and Bass, так сразу в голове возникает образ такого полного, потлатого, потного мужика, который застрял во времени, лет 40. Но стоит только добавить приписочку в начале атмосферик или там liquid, intelligent, drum and bass, так сразу восприятие как-то меняется, да, вот образ пузатого дядьки в голове перерастает, сменяется на какую-то красивую стройную девочку, так в оверсайз, ретро-одежечки, вот уже эстетика какая-то, да, уже что-то как-то вайбчик. Извиняюсь. Конкретно я познакомился с брейками еще в возрасте молекулы. Еще даже не знаешь, что это такое. Не знаешь, что такое брейки, не знаешь, что такое молекула. Poison и Breath, Prodigy, Fatboy Slim, Ост Футурамы, естественно, Ост Матрицы. Ну это вообще... Вся эта музыка звучала для меня по-особенному, но я не мог понять, чем именно. И вот как раз в период популярности сэмплирования брейков, а именно по большей части в таких жанрах, как Big Beat, Breakbeat и DnB, выпали отголосками на мое детство путем появления их в не новых на тот момент фильмах, играх и прочим медиа. И вы себе не представляете, насколько сильно было усеяно медиапространство конца 90-х и начала 2000-х брейковыми звучаниями. Даже я не представляю, потому что меня тогда либо еще не существовало, либо я был совсем уж маленьким таким. Ну, например, игры. Изначально в моем сценарии были приведены примеры игр, начиная с 2000 года и постепенно спускаясь в средние века, примерно до 1994, где вкратце затрагивал ост какой-либо игры и выражал секундное мнение. Но я подумал, что в этом не очень много ценностей, а поэтому я затрону только самые крутые и яркие примеры. Например, GTA 3 и Liberty City Stories с радио MSX FM.
Это, я считаю, самая настоящая классика советского кинематографа. Хоть я не так много времени провел в GTA 3, извиняюсь, GTA 3, но каждый раз, когда я слышу эти треки, меня вновь и вновь мысленно переносит в этот лоу-поле дождливый городок начала 2000-х, с таким немного грустным вайбаджаном, который существует в идеальной синергии с ДНБ радио. Когда восприятие еще чистое, и видеоигры приносят невероятное удовольствие, буквально, как в первый раз. Конкретные брейковые зарубы были и в первой, и второй части, но останавливаться мы на них не будем. Зато остановимся на ноннеймской спортивной игрушке 98 года сноубординг 1080 градусов. Вообще-то она не ноннеймская, я в нее играл, вообще-то... Get the fuck out of here. Так вот, некоторые треки прям очень хорошие. Просто захотелось дать вам послушать. Это в моем представлении прямо идеальный пример атмосферик джангла / ДНБ конца 90-х, начала 2000-х. Гладенькая, плавная, стилючек такой. На самом деле, вот такой музыки в игрушечках эры PS1 и PS2 очень много, в достатке, но поискать все равно нужно. Конечно, это сделали уже десяток тысяч раз до нас с вами, но об этом позже. Что касаемо медиапространства за пределами видеоигровой индустрии. Рингтоны, реклама, кинематограф. Все это тоже было под влиянием жанра. Вот, например, мегавайбаджановская реклама Александра Бибарановича 2001 года для сериала Next. Следующий Александр Абдулов. Или то, что я очень сильно люблю и коллекционирую, разувальные рингтоны мобилочек. Вот это послушайте сейчас. Или сейчас вот этот еще. О, вот это классный. На самом деле этот телефон не работает. В нем даже батареи нет. Это все монтаж, ребят, ну... Понятное дело, есть еще огромное количество примеров, но если я буду всех их искать и вставлять в это видео, то оно выйдет через год продолжительностью в час. Нам такое вообще не нужно. Но в то же время это совсем не значит, что в конце 90-х и начало лет 2000-х отовсюду лобал жесткий амин-брейк с разным VPN. Нет, конечно же. Но он точно проскакивал везде и всюду, как тогда, так и сейчас, в принципе. Но вернемся чуть-чуть назад. 1995 год. Некий Джеймс Гослинг разрабатывает объектно-ориентировочный и кросс-платформенный язык программирования OAK, в будущем Java. Чего он там разрабатывает? Неужто один из самых популярных языков программирования? Вообще знает об этом? Я не уверен. Но зато я уверен в том, что Java-разработчики очень востребованы, обеспеченные, красавчики и вообще в целом молодцы. И вот Skill Factory с курсом «Профессия Java-разработчик» сделает из вас такого же молодца. Причем не важно, сколько вам лет и какое у вас образование. Самое главное – это желание. Java стабильно используется при разработке серверов, игр, в маркетплейсах, в банках. Короче, найти работу всегда сможете. А программа составлена таким образом, что материал будет понятен всем, даже людям, которые никогда не прикасались к IT-сфере. На курсе вы получите реальный опыт разработки. Вы самостоятельно сделаете ролевую игру, интернет-банк, телеграм-бот и еще много других прикольных проектов. В результате у вас будет конкурентное портфолио, интересное работодателю. Так, а ну какие там зарплаты? Ай-яй-яй, ой-ой, ой-ой-ой, да ну вообще. А возможность самому выбирать время для обучения – это вообще песня, я считаю. Домой пришел, отдохнул, там покушал, все дела. Сел проходить курс на все ачивки. Центр карьеры Skill Factory поможет тебе с трудоустройством. Да и в целом уму-разуму тебя научат. А если вы не найдете работу после обучения, то вам вернут деньги. Нашел? Ну все, что ты мне начинаешь вот это здесь мозги пудрить. В общем, тема здравая, я считаю. А поэтому переходите по ссылке в описании и по промокоду HUMAS получайте скидку на обучение в виде 45%. Обучайтесь, зарабатывайте и выпускайте уже, давайте Майнкрафт 2 поскорее. А я так уж и быть сделаю видео про него. Пошел. Первая половина 2000-х. С
всратый CS 1.6 мувики под всратый драм н бейс, или же под говнарский эмо-рок. Это вообще очень по-доброму глупое и забавное время, я считаю. Ладно, тут мне сказать особо нечего. Что было в 12-14 годах, я особо не помню. Помню только дабстеп. Дабстеп еще был. Это что касаемо электронной музыки. Gangnam Style. 2019 год. Среди кучи околофонковских мемфисных композиций в рекомендациях SoundCloud мне попадается микстейп 97 года с драм-н-бейс зарубами некого Дизельбоя. Вау! Прикольно. Затем постепенно к 2020 году большая часть моей ленты SoundCloud забита электронной музыкой, содержащей breaks. А в фиде YouTube попадается Хор Берлин, Fatboy 69 с Get Attack, техно и электро зарубами. В целом я уже осознанно начинаю слушать электроник мьюзик такого характера. В том числе, готовьте к разъебу, ребят, любимый среди детишек брейкор. Извиняюсь за Friendly Fire. Вообще, сам жанр появился в давнейшие времена. В 1993-94 годах на самом главном спавне электронной музыки – Германии. И лор этого дела крайне прост. Как говорит достоверный источник, который на Вики начинается и на Педе заканчивается, диджейская команда Bass Terror Crew ставила на своих вечеринках более тяжелые версии брейкбит пластинок. Достигалось это игрой виниловых дисков на 45 оборотах в минуту вместо 33. То есть брейкор — это по сути найткор версия брейкбита. Да и в целом само название брейк, брейки типа, да, кор, ядро. Совмещаем, раз, все. Выводы делайте сами. Лутаем рандомный трек с брейками, ускоряем, готово. Конечно, все немного сложнее. Понятное дело, для того, чтобы делать музыку в жанре брейкор, необходимо высшее музыкальное образование. Нужно разбираться в музыке, знать ноты, аккорды. И за последние несколько лет количество релизов в этом жанре заметно возросло и достигло пиковой позиции. И, понятное дело, количество релизов, а значит и исполнителей, напрямую отображает популярность жанра. И наоборот. Вполне возможно, что этот год будет еще более пиковым в количестве релизов. Но вообще, все подобные сайты берут в статистику только официальные релизы. Но вся underground брейкор музня находится в SoundCloud и заливается сотнями тысяч обывал, как мы с вами, именно туда. А их треки набирают по 12-20 лайков и по 3 репоста. И об этом поподробнее буквально через минуту. Все вот эти брейккоры, атмосферик драм н бейсы, интеллигент джанглы и прочие, это все оттенки одного цвета. Вот допустим, есть общий зеленый. Пускай это будет обобщающий брейкбит. Например, и вот он имеет огромное количество оттенков. Малахитовый, темный пастельно-зеленый, изумрудный, нефритовый и так далее. И вот эти названия оттенков мы меняем на музыкальные поджанры. Пожалуйста. Все это как бы зеленый, но что-то отличается чутка. Разница присутствует. А поэтому, когда один оттенок цвета становится популярным, доля популярности перепадает и на другие оттенки. Кому-то больше, кому-то меньше. Потому что по поиску зеленый тебе выпадает целая палитра цветов. И ты уже решаешь, какой больше тебе по душе. И вот мы видим, пожалуйста, SoundCloud Underground Jungle плейлист. Настолько, блять, underground, что за 13 дней 250 тысяч просмотров и больше, чем 500 000 просмотров за 2 месяца на ноунеймском канале. О как! PlayStation Jungle Mix, Drum & Bass, Atmospheric, Liquid. Все это, блять, имеет тонну миллиардов просмотров с ебучими Dead Inside анимешками на превьюшках в стиле Северлосвелла. Вот, правильно, иди нахуй. И отсюда, блядь. Умник ебаный. Я, кстати, отношусь к тем самым неуверенным в себе чмошникам, которые теряют интерес к чему-то, что становится популярным. И я бы не стал делать это видео, если бы популярность не достигла таких высот. Но сейчас это сделаю либо я, либо какой-то другой чудик. А по законам Ютуба, как известно, если ты выпускаешь что-то на одну тему позже кого-то на минуту или на 2, да даже если раньше на 2 года, тебе в комментах будут писать: ну ты воришка, ты украл, ты лох. Вор, преступник. Ну и к тому же ничто меня так сильно не вдохновляет, как то, что очень бесит. Вас это тоже касается, ребят, а? Дай 5. Оп, раз. Видеоигры. Современность.
Ультракилл. На протяжении всей игрулечки хуярит буквально, литерали жесткий Амин Брейк на моментах с зарубами. А зарубы составляют 90% всего геймплея. Такой саундтрек частично оправдан стилистическим закосом под PSX графику. И как я сказал ранее, аминовские брейки были распространены в играх эры PS1 и PS2. Ну и понятное дело, такое хуярево работает в синергии с геймплеем. Ready or Not, Half-Life Alyx, Cyberpunk, Friday Night Funkin', мемасы с котиком, танцующий брейк-данс. Вот это все. Короче, продолжать смысла особого нет, потому что очевидно, что амины и брейки спустя даже такое количество лет имеют место в индустрии музыки и звучат стилево, и при правильном использовании задают разное настроение. Вот еще недавно мне Кирич скинул концовочку мультика Chainsaw Man. Дружище, помолчи. Так вот, что же мы там слышим? Ну, вы поняли. Сам я, конечно, анимешки не смотрю, оставлю эту привилегию девственникам. Ну, а про популярность брейккора, лоликора, эстетик каки-пуки-кора среди детишек ТикТока я вообще молчу. Благодаря этим паразитам волна популярности, собственно, и пошла. Но это не значит, что вещи, которые обрели широкую известность и стали мейнстримными, становятся хуже. Просто лично я перестаю чувствовать себя частью чего-то локального и на любителя, когда нишевая область обретает популярность. Вместо этого чувствуешь себя каким-то незначимым куском чего-то большого и невольно начинаешь себя ассоциировать с самыми худшими элементами новоиспеченного комьюнити. Например, с детками из ТикТока. Детишки. Хотя по факту все эти нишевые области имели свою аудиторию и популярность еще задолго до меня и нас с вами. А вообще, для всего этого монолога есть одна картинка из пространства интернет. Только вот я бы заменил местами двух этих балбесов, и тогда вообще все на своих местах. На сегодняшний день я переслушал абсолютно весь SoundCloud, брейкор, джангл, транс брейкс, драм and бейс и прочие всякие гадости, и говорю это не ради красного словца. 16 терабайт этой ерунды в моей голове. И сейчас я пришел к истокам жанра, а это значит, что нужно двигаться дальше. Извиняюсь, если ударил, я не специально. На это видео было потрачено очень много сил, времени, денег и прочих синонимов к этим словам, а поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, ставьте большое сердечко вверх, подписывайтесь на Бусти, на канал, пишите комментарии, все дела, вот это 5-10. И что по итогу скажу? Прокачивайте свои здоровые мозги. С вами был Ян Пентлес. Удачного просмотра. Все. The Black Bruce Lee.